Приветствую вас, мои дорогие подписчики. Я сегодня для вас выложила такой интересный расклад, который я делала буквально на днях моей клиентке на перспективу работы и рабочего предложения и также финансов. Расклад я делала на оракуле Ленорман и на Таро теней. Клиентка уже подтвердила, что расклад сбылся, что все я увидела правильно. Поэтому приятного просмотра. Так, записываю сразу видео, чтобы самой не запутаться. Значит, что сейчас будет происходить? Задала вопрос, что хочет этот начальник, с какой целью он попросил телефон, что он собирается, собственно, сказать. Ну, показывает вот здесь, да, мужчину, что это какой-то начальник, власть у него. Показывает, что какой-то у них там просто бардак на фирме, что какое-то все неухоженное, вот такое страшное какое-то, неразбериха полнейшая. Значит, что происходит? У него сейчас какая-то позиция в ожидании. Что-то они ожидают, что-то они ждут, тянут, что-то там пытаются, да, не договаривать. Хотя вроде уже сказали, да, вот они, вот это, что типа там работай за 20 тысяч или уходи, но как бы из серии, что, ну, если получится, то да, прокатит, а если нет, ну, подождем. То есть вот что-то они там тянут резину, вот, наблюдают, смотрят, как будут реагировать. В общем, что-то, что хочет. Здесь уточнила, что, может быть, что-то предложить, поговорить, чтобы не спешили с ответом, чтобы не спешили увольняться, то есть вернуть что-то назад. То есть здесь обратный ход колеса, это значит вернуть ситуацию назад. То есть, может быть, вы ответили уже, что меня такие условия не устраивают, как бы до свидания, да, и ерундой это какой-то заниматься не буду. Но вот хочет вернуть назад ситуацию, то есть и что будет. Но вот единственное, что надо обязательно послушать, что будет говорить, потому что здесь выпадают такие карты не очень хорошие. Ложка из розмарина, волшебная мазь. Вот что-то будет пускать пыль в глаза, какую-то, может быть, как-то не совсем говорить то, что ну, как-то там приукрашивать сказки какие-то, да, рассказывать то, что там как-то расписывать, может быть, перспективу как-то не очень реалистично, да, как оно на самом деле. Спросила, будет ли возможность как-то там пересмотреть денежный вопрос. Ну, вообще, да. Вообще показывает, что можно будет как-то вот на этом предложении заработать, что будет какая-то возможность, может быть, попросить. То есть есть возможность, может быть, поставить какие-то свои условия. Вот, потому что но вот здесь вот эти карты, они показывают, что будет там полный бардак, опять неразбериха, и все терпят и не знают, что им делать. Вот, но, может быть, стоит как-то на какие-то уступки все-таки они пойдут, то есть показывают, что да, будет возможность, что-то, может быть, больше зарплату они предложат, или другие условия, или какая-то другая, может быть, должность, или, может быть, выходить вот здесь вот две совы, может быть, если половина зарплаты, то и на полставки, может быть, как-то работать или что-то там, или дома, может быть, как-то. Вот. Ну, то есть, единственное, что стоит послушать, но не стоит вот там вот они могут лапшу на уши навешать, потому что вот ложка из розмарина, волшебная мазь, вот эти обе карты указывают, что будут какие-то иллюзии, вот что-то вот затуманивание глаз, вот розовые очки, вот такое вот какое-то вот состояние. Вот и здесь тоже Товия и демон. То есть что-то как-то искушать будут, и непонятно, в общем, как-то, может быть, манипулировать, что-то какими-то, ну, угроз там прям каких-то таких сильных нет, но, то есть не стоит там обольщаться, вот, то есть что-то мне там наобещают, вот, но выслушать стоит, наверное, что там они скажут. Вот. Дальше, если согласиться вот на это все предложение, что показывает? Ну, показывает, что есть, да, какие-то возможности очень хорошие, есть прямо
когда-то прям рост такой, прям может быть какая-то более-менее стабильная ситуация, но потом дальше показывает какая-то муть, но, видимо, может быть, вот это из-за того, что происходит вот это вот какое-то затуманивание, и то есть будет понятно сразу. То есть я так думаю, что вы поймете, что они творят, если там какую-то ерунду, сразу их раскусите, и ничего у них там одурачить никак не получится. И здесь опять вот эти дополнительные карты, вот эта колода, они показывают все негативные всякие воздействия, показывают опять какой-то дурдом, скандалы, непонятные какие-то ситуации, какие-то сплетни, интриги, черт знает что. Один тянет влево, другой вправо, третий идет поперек, непонятно что-то с ситуацией, но здесь сразу от речения Теофила все становится на свои места, становится понятно, что куда идет. Тут как бы идет такая здесь и раскаяние, и вина. Здесь как бы то, что ничего не будет, никаких одурачиваний, дальше 4 ветра, очень хороший исход, то есть, в принципе, может быть, стоит, ну, как-то там над этим предложением подумать, принять его, вот, потому что одурачить у них ничего не получится, но зато потом исход здесь и клевер такой, и 4 ветра, что появятся очень хорошие возможности, может быть, какая-то стабильность, и можно будет дальше как-то двигаться. Если не принимать предложение, то скорее всего, придется, ну, ловить какие-то другие возможности. То есть, ну, видимо, это будет уже новая работа, новые, все заново придется начинать с самого, ну, условно так, младенчества и ловить возможности. Ловить возможности. То есть здесь сразу это показывается как увольнение, вот этот меч Экскалибур. Вот. И, может быть, какие-то новые предложения, и надо будет их искать, причем, кстати, хорошие. Вот. Ну, в общем, вот так. Вот такая ситуация. Спросила, повлияло ли наше воздействие как-то вообще на эту ситуацию. Ну, вот 50 на 50. И я так думаю, что вот оно показывало вот тогда все, что у начальников, помните, мы делали, что вот это то же самое выпадало плеть и метла, что они там раздумывают, они не хотят вас увольнять. Ну, вот они думают, мечутся, может быть, потому что, видимо, это, ну, и какие-то сложные ситуации у них, они же не просто так, да, там зарплату урезают или что-то, а тоже они сотрудников всех не могут потерять. Ну, вот как-то вот они думают, не думают. Вот, ну, в общем, как-то мы на них, да, чуть-чуть повоздействовали, повлияли, и вот какое-то они пытаются вот вам предложение вот как-то вас завлечь, вот по сердцу какое-то сделать. Ну, не знаю, принимать или нет, вам решать. Я думаю, что можно выслушать, что там они мудрят. Вот. Что они там пытаются такое предложить. Вот. И уже исходя из этого думать, что делать. Вот. Потому что, может быть, с нуля сейчас все начинать будет не так просто. Вот. И может попытаться их вот как-то, ну, прожать в том плане, что там, может, не выходите полную рабочую неделю, вот, или как-то дистанционно работать там, или там меньше, чтобы день рабочий был, потому что, ну, кто захочет за целый месяц работать, да, там за 1/4. Или хотя бы сказать, что это такое, это временная ситуация, 1 месяц будет такая зарплата или сколько? Или все время теперь, что происходит? Ну вот. Ну вот как-то так получилось, вот. Рада помочь.